Добрый вечер, уважаемые зрители! Я снова с вами в прямом эфире. Тема сегодняшней передачи — «Вход в новое измерение. Паранормальные способности». Сегодня я постараюсь раскрыть вам эти тайны и дать вам понимание современного состояния мира. Прошу вас быть предельно внимательными и, конечно же, бдительными и пытливыми для того, чтобы мы могли разобраться с вами во всех очень-очень непростых вопросах. О том, о чем я сегодня вам хочу рассказать, об этом я думала, наверное, 30 лет назад, и в осознанном состоянии, видя современное состояние мира того времени, я понимала, какие трудности ждут планету. Почему? Все просто. Я знала, что то, что происходит сейчас, будет происходить на планете. Но знала и другое. Я понимала, что человечеству нужно за эти 10, 20, 30 лет духовно эволюционировать, то есть поднять свою духовность до определенного уровня понимания, чувствования, восприятия и научиться управлять своими внутренними состояниями и способностями. Иначе будет то, что есть в данный момент нашей с вами жизни. Человечество духовно ослепшее, духовно неразвитое, вступившее в новую эпоху, новую эру жизни, в новое состояние, планета, вошедшая в 4-е измерение, перешла в новое состояние жизни. Происходит так называемая трансформация жизни. Происходит трансформация и человеческого организма. И сейчас стали уже говорить о том и свидетельствовать о том, что даже появляются в мозге новые органы. И это говорит опять-таки о том, что человек начал проходить определенные стадии трансформации. Но чем это может быть чревато? Чем это уже есть чревато? Ну, наверное, в первую очередь очень большим уровнем психических заболеваний, потому что планета, вступившая в жизнь астрального плана, можно сказать так, планета, перешедшая на астральный план жизни, перешла в более утонченное измерение жизни, более ускоренное измерение состояния жизни, которое создает очень быстрые процессы жизни. И человечеству до этого периода времени следовало бы уже хотя бы понимать свою природу и хотя бы изначально собою управлять. Но это на планете этого не произошло, и в данную эпоху это и не происходит. Хотя, как мы с вами видим, все больше и больше пробуждается тех пытливых, тех познавательных людей, которые хотят во всем разобраться. И сегодняшняя передача именно для таких, для тех, кому интересна эта тема, для тех, кто хочет понять для самого себя, что же происходит и как соответствовать этому новому состоянию жизни. Так как план утонченный, план четвертое измерение жизни, в котором сейчас уже живет планета, все человечество, да и все живое вокруг, она имеет определенные свои навыки, свои законы и свои состояния. О чем это говорит? И какие навыки, и какие состояния? Ну, астральный план – это план более утонченный, где существует и присутствует еще одна единица измерения – это время, которое и дает человеку новый процесс ускоренной реальности, так как время в 4-м измерении течет намного быстрее. В 5-м измерении еще быстрее, в 6-м измерении этой планеты еще, в 7-м еще сильнее течет время. Друзья мои, сам процесс и те трансформации, которые претерпевает человечество, настолько многогранны, настолько многократны и многогранны, настолько непонятны для многих людей. Многие люди боятся очень этого времени и вообще боятся об этом даже слушать о каких-то новшествах, о каких-то энергиях, о какой-то силе, о каком-то невидимом мире, о какой-то трансформации внутренней.
Многие люди даже не готовы услышать этого, не говоря о том, что они должны были бы уже, все эти люди, быть к этому подготовлены, и научиться надо было бы к этому периоду жизни этими процессами самого себя управлять. Вот это самая главная, наверное, причина тех психических трудностей, тех психологических внутренних атак, того разрушительного состояния, агрессивного состояния человечества. Все это существует только потому, что человек духовно не развит, он не подготовился к новому этапу жизни, к новому состоянию жизни. И в связи с этим, конечно же, очень сложно многим людям проходить эти новые этапы. Итак, что происходит? Многие люди сейчас, перейдя в 4-е измерение, начали ощущать свои внутренние измерения. Кто-то что-то начал слышать, кто-то начал ощущать вибрации, у кого-то шум в ушах, у кого-то какие-то картинки, постоянно человек не знает откуда, кто-то видит какие-то неприятные, ну, скажем, такие лица неприятные. Кто-то начинает ощущать вибрации в своих руках, кому-то начали сниться сны, вещие сны, кто-то начал прикосновением своих рук лечить других людей, кто-то мыслью только подумает и видит, как сразу его мысль воспроизводит действие. Ну, в общем, друзья мои, у каждого свое. Но сказать, что это что-то такое паранормальное, как мы назвали сегодня передачу, я в этом ничего паранормального не вижу. Наоборот, я вижу естественный процесс эволюции, естественный процесс становления, естественный процесс жизни в 4-м измерении. Друзья мои, чем выше поднимается планета, 4-е, 5-е, 6-е измерение, она пройдет этапы эволюции во всех этих измерениях и завершит свою жизнь. Эта планета в 7-м, высшем 7-м измерении. Каждого измерения существует по 7 планов, по 7 уровней. 7 измерений, 7 уровней в каждом, 7 у 7, 49 состояний присутствует на этой планете. Плюс каждое состояние делится еще на разные аспекты бытия. Что нам говорит о том, что жизнь эта очень многообразна и имеет много разных состояний и проявлений. Жизнь не только вот такая в плотном состоянии, как вы сейчас видите. Нет, она намного шире, намного красочнее, и люди не знают, но действительно этим миром правит невидимый мир. Миром правят энергии, миром правят существа, миром правят мысли человеческие, которые тоже невидимы изначально, которые изначально волна. Да и ученые пришли к выводу того, что именно человек своим пониманием, своим видением эту волну, которая поступает в это пространство, да и во все пространства и измерения, превращает в то или иное состояние. Это уже доказанный факт. Друзья, действительно, сейчас очень многие люди начали ощущать в себе определенные изменения. Но в связи с тем, как я вам говорила уже сегодня, в связи с тем, что человечество не развито, многие люди не верят в развитие свое, не верят в паранормальные способности, сверхспособности, сверхвозможности. Это можно назвать, они не верят сами в себя. То есть, имея все это, а каждый человек является носителем сверхспособностей и сверхвозможностей, но не веря в это, человек отвергает себя от этого пространства, что и, конечно, ввергает многих людей в психические разрушения. Еще одна из причин жизни в 4-м измерении открытия паранормальных способностей – это стрессы. Когда человек переживает тот или другой тяжелый стресс, происходит такая встряска психики, и в этом напряженном, сильном напряженном состоянии также у людей сейчас в 4-м измерении пробуждаются паранормальные способности. Что с этим делать? Как к этому относиться? Кем себя теперь нужно считать? Друзья, да жить себе, но жить так, чтобы вам не было стыдно за прожитые годы. Вот так нужно жить. И я считаю, что каждый человек должен эти сверхспособности, сверхвозможности свои внутренние поэтапно, постепенно развивать.
Но я хочу, чтобы вы понимали, весь этот процесс – это очень непростой процесс, и он требует от вас определенного периода и времени, сил, труда, работы над собой, работы над внутренним состоянием, исследования себя. Вам нужно научиться управлять собой, своими мыслями. Ну, многому нужно научиться, но это даст вам в первую очередь быть адаптированным к этому новому состоянию жизни, четвертому измерению, которое гласит вот о чем. Человечество пройдет эти 7 уровней четвертого измерения. Проходя каждый уровень, человечество будет владеть сверхвозможностями, что и будет открывать природу человечества. Прошло, друзья мои, то время, когда церковники кричали человечеству, что человек раб, что он никчемный, что его паранормальные способности от демонов, от нечистой силы, что он сам нечистая сила и демон. Уже это время прошло. Многие люди стали понимать все эти процессы и, наоборот, начали учиться управлять всеми этими процессами. Это дает, в свою очередь, человечеству новое понимание жизни, новое состояние жизни, которое, в свою очередь, дает человеку возможность управлять собой, управлять своим внутренним состоянием. Многие люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а вот когда у человека открываются сверхспособности, это усложняет его жизнь или наоборот делает его жизнь легче? Как сказать, друзья мои, одним это усложняет жизнь, когда открываются паранормальные способности, ясновидение, яснознание, ясночувствование, интуитивное восприятие, предвидение, ощущение вибраций, вибрационное состояние, ощущение вибраций человеческого организма, способность видеть органы других людей, способность чувствовать органы других людей. Можно научиться и видеть, можно научиться и не видеть, но чувствовать, а можно научиться и видеть, и чувствовать. И это один из аспектов духовного развития каждого человека. Потому что духовное развитие – это в первую очередь и раскрытие ваших паранормальных способностей. Но сейчас, друзья мои, планета сама для вас делает такой дар, то есть космос дарует вам высокие частотные волны, которые активизируют ваш гипофиз, эпифиз и гипоталамус, которые и открывают вам сверхспособности. Более того, в мозге человека появился каким-то чудесным образом новый орган, действие которого ученые этой планеты еще не могут определить, но то, что он существует, это точно. И я могу вам сказать, что это для того, чтобы человечество училось управлять и правильно раскрывать свои паранормальные способности. Но, как я вам сказала, людям неподготовленным, людям, которые не верят в это, у них тоже активизируются эти железки в голове, но эти люди, они своим неверием отталкивают свое чувство восприятия, отталкивают способность научиться быть сверхчеловеком. Не веря в это, и многие говорят, не, я не хочу об этом слышать, вы же какие способности, не, вы мне об этом даже не рассказывайте, я этого боюсь, это ой, лучше не говорите мне. Вот такие люди, у них тоже открываются паранормальные способности, хоть они это и отвергают. Каким образом? Так в новом измерении живем. И состояние планеты вибрационное, оно усилилось и увеличилось. Длина волны света стала длиннее и более активно она поступает на эту планету, то есть ее движение более активное. Эти волны воспринимаются мозгом человеческим, гипофизом, гипоталамусом в первую очередь, эпифизом, гипофизом, и эти волны передаются мозгу. Мозг включает определенные процессы трансформации участков головного мозга, которые и раскрывают сверхспособности внутри человека. Понимаете? То есть этот процесс происходит со всеми людьми. Но для людей перепуганных, которые отрицают этот процесс развития и понимания, с ними происходит катастрофа. Они становятся психически нездоровыми. Почему?
Многие из них начинают видеть то пространство, астрального пространства, того низкого состояния жизни, которому их сознание и они сами принадлежат. Не имея возможности понять, что это, и понять, где ты живешь, в каком пространстве, какое пространство для тебя ближе, потому что они начинают жить сразу в двух пространствах, в двух состояниях. Они не могут изменить и отпустить третьего измерения, но и своим неверием не могут перейти в четвертое измерение. И происходит такое, знаете, раздвоение личности, вы это называете, когда человек проявляет себя неадекватно, когда он зажат в своих страхах, когда у него начинаются панические атаки, когда возникает в душе такого человека мучительное состояние, которое человек и не может объяснить. Это все следствие духовной слепоты и страхов человеческих. И само состояние человека, оно подключило человека к тому измерению и пространству, которому он сам соответствует, к астральному плану низких вибраций. И человек с этого плана считывает энергию и информацию, потому что он сам ей соответствует. Творец творением тождественный. То есть каков ты сам, с тем пространством ты и живешь. Есть такая еще очень хорошая поговорка: «Там, где мои мысли, там и я». Это так и есть. Так вот, ваши мысли, ваши эмоции, ваши чувства создают вам мгновенное подключение к измерению, где такие же мысли, такие же чувства, состояния, как у вас. А эти мысли и чувства на астральном плане создают картинки, образы, живое состояние, живую жизнь, живых организмов. Понимаете? И когда человек, находясь в таком состоянии безумия, и тот мир видит, и этот мир видит, он не может понять, каков мир есть настоящий. Он начинает рассказывать своим родным: вот я видел, вот ко мне кто-то приходил, вот я кого-то, многие говорят: да, это у тебя шизофрения, да, это ты уже с ума сошел, да, это ты уже то и сё и так далее, психдиспансер тебе надо. Друзья мои, а человека не в психдиспансер надо. Человеку надо сначала восстановить его энергетику, поднять вибрации его души, отключить его, научить его отключиться от этого низкого пространства вибраций, поднять его вибрации выше за счет сакральных методик, что и даст человеку пользоваться своими сверхвозможностями и взаимодействовать уже с чистым пространством, которое не только не будет запугивать человека, но наоборот будет давать точное объяснение и понимание всего происходящего. Это и есть эволюция. Для этого эта планета перешла в четвертое измерение жизни. Понимаете? Но те люди, которые отвергают это, они погибают здесь. Люди, которые наоборот понимают и видят эти изменения воочию, и уже не только не могут этого отрицать, а наоборот стараются понять и изучить это новое состояние. Те люди находят и книги, и мастеров, и советы, и рекомендации, и знакомых, и, в общем, им жизнь складывает так их обстоятельства, что они действительно находят те ниточки, которые приводят их к пониманию, знанию, к управлению этими паранормальными способностями, к управлению собой, приводят человека к определенному новому созидательному состоянию жизни. Ну вот, опять-таки, что мы с вами видим? Видим общество, человечество, которое отвергает паранормальные способности, но все равно подвержено, можно сказать так, открытию этих способностей. И видим людей, которые все-таки понимают, что это есть, уже отвергать это невозможно, уже или нужно научиться этим управлять, или ты тоже станешь сумасшедшим человеком. И все больше и больше людей приходят, те, которые вот хотят действительно разобраться, людей, которые хотят понять устройство этих миров. Друзья мои, вы видите только 3-5, ну сейчас 5% мира вы видите, 5, иногда 8%, гении 10% мира видят. То есть вокруг вас еще очень много сокрытого, невидимого для вас состояния жизни.
Это состояние жизни находится в более утонченном состоянии. А для того, чтобы увидеть утонченное состояние мира, нужно натренировать свою нервную систему, нужно научиться управлять своими эмоциями, нужно научиться управлять своими чувствами. Нужно стать человеком с высокими вибрациями. И именно эти вибрации дают вам возможность и способность активизировать и самому адаптироваться к новому состоянию чувства восприятия, паранормальных способностей. Из опыта могу вам сказать, что вот люди, которые у нас учатся, ну, наверное, 80% людей приходит к нам, это люди, у которых эти паранормальные способности в той или другой мере уже раскрыты. Но они идут для того, чтобы действительно разобраться и научиться этим управлять. Это очень замечательно. И когда вот эти первые их уроки, такие первые их шаги, первые их такие осознанные состояния, ой, а это ж вот так вот, да, вот, а я раньше не понимала, что это такое, а это ж вот так вот. Вы знаете, на них смотришь, как на детей в детском садике. Им по 70, по 80 зачастую лет, а они как в детском садике. Они так восхищаются тем, что они теперь и понимают, и умеют этим управлять. Для них это действительно определенное чудо. Со временем они привыкают к этому состоянию и уже начинают жить жителями нового состояния жизни, жителями 4-го измерения. Уже их что-то не пугает, потому что они имеют объяснение всему, уже они, управляя своим внутренним состоянием, целостно понимают жизнь. И это прекрасно, друзья. И мы понимаем, что мы строим новый мир. Мы открываем миру людей, которые продолжат эволюцию на этой планете и продолжат ее уже в таком подготовленном, осознанном состоянии, без страхов, без безумия и иллюзии. Что мешает людям? А вот как раз эти страхи, о которых мы так часто с вами говорим. Да, человеку самостоятельно с этим справиться сложно, но вместе, да, действительно мы сила. Когда мы вместе. Вот почему не нужно разделяться, вот почему не надо ничего делить, вот не нужно жить обособленную жизнь, нужно в единстве мы сила. Это не мои слова, это слова духовных существ, которые пребывали на эту планету в те или другие эпохи, века и времена, и так же, как и я, оставляли знания на земле. Знания – вот что развивает людей. Дорогие друзья, действительно, я хочу еще раз вернуться к паранормальным способностям и хочу вам сделать вот такой очень серьезный акцент. Для одних людей паранормальные способности – это откровение, открытие, новое состояние жизни. Состояние жизни, прекрасное. Для многих людей, духовно ослепших, людей в страхах, в безумии, в иллюзии, зацикленных, в панических атаках, это состояние жизни будет очень пагубным и разрушительным. И именно эти люди должны задуматься о себе и срочно начать поиски, что-то делать. Что вы можете сделать? Начать изучать себя. Начать первое, вот сразу вам совет, рекомендация. Если есть у вас такие состояния, начните изучать себя. Что в вас создает это состояние? Кто внутри вас боится? Почему возникает страх? Когда вы начинаете понимать свою природу и свое состояние, устройство вашего организма, ваших тел, вы начинаете учиться этим управлять. Друзья, а еще вам очень помогает правильное понимание жизни. Вот когда вы правильно понимаете жизнь, тогда у вас и вот картинки жизненные, и весь процесс жизни сложен гармонично. И вы не противитесь жизни, вы не боитесь жизни, вы не воюете с жизнью, вы гармонично, как наблюдатель в жизни, как и творец жизни, творите, создаете и наблюдаете за процессами реальности. Когда человек боится это делать и считает себя рабом, то именно в 4-м измерении его страхи, его рабское состояние усиливается в 1000 раз.
что приводит человека к расщеплению сознания и разрушению психики. Вот такая проблема. Да, друзья, именно волны света, которые исходят из центра Вселенной, сейчас уже достигли этой планеты и проникают в мозг человечества, что дает человечеству осознанное понимание новой реальности жизни. Или вы подстроитесь, или вы активизируетесь, или вы начнете действовать, или многим людям будет очень тяжело. И уже сейчас многим людям очень тяжело, очень тяжело. Поэтому многие и пьют, и наркотики применяют, и другие методы по такому, знаете, успокоению внутри себя. Но это временное иллюзорное спокойствие, которое потом перерастает в заболевание. Друзья мои, я каждую передачу говорю об этом. Начните путь восхождения, путь развития, познания себя. Это единственный способ спасения. Тогда будет все, все, и богатство, и счастье, и крепкая психика, и крепкая нервная система. А вы же знаете, что все болезни от головы. Когда в голове порядок, тогда и в организме, и в жизни тоже порядок. Я готова к вашим вопросам, уверена, их сегодня очень много. С радостью отвечу на ваши вопросы. Добрый вечер. Первый вопрос от Виктора из Днепра. Почему людям, не развивающимся, да еще с психическими отклонениями, открываются паранормальные способности спонтанно, а развивающимся надо работать? Ну, нет, друзья, Виктор, я с вами не соглашусь, на 100% не соглашусь. А вот смотрите, что происходит. Волны, которые раскрывают сверхспособности, сверхвозможности человека, поступают на планету всем людям. Но люди, которые не развиваются, их мозг считывает эти волны и, ну, скажем, они трансформируют эти волны в низкие вибрации, низкими вибрациями кормят сущности, сущности их разрушают, создают болезни, проблемы, сложности и трудности и создают психические разрушения. Вот что происходит для этих людей. Для духовно развивающихся людей все по-другому. Сейчас на планете в активном состоянии взаимодействия с человечеством находится, вы называете это инопланетный разум, или же можно их назвать духовными существами, или же существами с других цивилизаций, более высоких, развитых. Как угодно, как вы хотите, так и называйте этих личностей. Я могу сказать, что они отслеживают внутренние изменения человека, а ведь видят ваши излучения. И когда человек начинает излучать высокие вибрации, к такому человеку назначается определенное существо, которое ведет человека, ведет и оберегает этого человека, направляет его по жизни этого человека. Если там можно было бы попасть в аварию, уже там человек, ну вот как это, ну чудом, просто чудом вышел из ситуации и вот чудом избежал аварии. Вот такому человеку помогают существа свыше, личности более высокого духовного характера и порядка. Поверьте, они есть, это точно. Я вам точно говорю, что они есть. И даже не сомневайтесь, это уже даже доказано наукой, что существует невидимый мир, мир более высоких вибраций на этой планете. Так вот, такому человеку, духовно развивающемуся, они открывают способности тогда, когда он готов. Ведь такой человек хочет открыть способности и видеть высшее измерение, а не видеть низкий астрал, от которого с ума сойдет и попадет в психдиспансер, как люди, которые духовно не развиваются. Наоборот, Виктор, люди, которые духовно развиваются, их бережно ведут по этому пути, и им открывают постепенно, безболезненно эти состояния и эти аспекты жизни. Да. Ну, я вам скажу, как специалист, у меня было, не скажу, что много таких случаев, но были случаи, когда приходили люди, и они знали, что я владею этими способностями, и очень хотели у меня научиться этому, чтобы я их научила, но были к этому не готовы.
И вот их желание им раскрывало эти способности. Но видели они астрал. И мне приходилось закрывать им этот канал. Я прикладывала очень много силы, потому что если открывается низкий астрал, это грубейшая энергия. Это энергия страха, безумия, невежества, хамства, ужаса жизненного. Вот весь тот ужас, который переживают все люди, он отражается в определенном пространстве этой планеты. Так вот, когда человек сам таков, вот такой у него мухи и тараканы в голове, ему тогда и открывается это пространство мух и тараканов. Но он видит не мух, не тараканов, он видит события, войны, ужас, безумие, сущностей страшных с безобразными рожами. Он видит, он сам в панике от того, что он видит, понимаете? Он начинает видеть реальность, состояние, которое существует и присутствует. А какая реальность сейчас? Люди находятся в очень подавленном состоянии страха. Многие всего боятся, и коронавируса боятся, и жить боятся, и помереть боятся, и замуж не выйти боятся, и выйти боятся, и детей родить боятся, и не родить боятся. Всего боятся. А этот страх, друзья, он же проявляется на астральном плане. Он проявляется на ментальном, на астральном и на физическом плане. В 3 измерениях. Понимаете? В 3 состояниях, не измерениях, но измерениях и состояниях. И вот эти состояния на астральном плане, любая эмоция и вибрация, любая мысль, я же вам рассказывала много-много раз, Виктор, любая эмоция, вибрация, состояние на астральном и ментальном плане – это живое существо, это видимая форма жизни, это жизнь. Доказано уже, что ваши мысли живые, ваши эмоции живые, вы живые. Почему? Потому что вы, излучая энергию жизни, которой вы являетесь, вы излучаете энергию жизни, вы создаете жизнь. Эмоции низкие, значит, создаете разрушительную мысль. Высокие – созидательную, созидательное состояние жизни. Вот так все устроено. Да, посмотрите фильм «Куда приводят мечты». Там чуть-чуть это подчеркнуто, чуть-чуть. Ну так вот. Следующий вопрос. Людмила Белозуб спрашивает. Если я ничего не чувствую, никаких изменений восприятия реальности нет, я не смогу перейти в другое измерение? И вот Дима, 15 лет, из Вятских Полян. Скажите, пожалуйста, а с теми, кто еще не развивается духовно, что с ними будет в будущем? Вопросы перекликаются. Давайте начну с Димы. Что с ними будет? По-разному. Я не могу вам сказать точно, что будет с каждым человеком. Это невозможно. Сейчас никто вам об этом не скажет. Потому что очень важным аспектом в дальнейшей жизни человека, в дальнейшей его эволюции является тот аспект, когда он уже завершает жизнь, покидает это пространство, и вот его состояние на тот момент жизни, когда с ним это происходит, и определяет следующий этап его эволюции. Или не определяет, или определяет, что он больше не будет эволюционировать, или будет эволюционировать в том и другом состоянии, судьбоносном и так далее. Или же, то есть для каждого происходит что-то свое. До какого состояния человек доживется, никто не может сказать. Это невозможно. Человек настолько сейчас не управляет собой и сам себе не доверяет, ни в кого не верит. Большинство людей не верят никому, и себе тоже не верят. И это говорит о том, что предвидеть его будущее, и можно, и нельзя. То есть можно в общем сказать, что будет. В общем, я могу вам ответить. В общем, если ответить, можно сказать так. Каждый получит то, на что он заслуживает. Ни больше, ни меньше. Вот это вот то, что я могу вам в точности сказать. Но так как пришло новое измерение и новое состояние жизни, и мир перемен пришел, это понятно, что эта трансформация человечества и мира, она будет усиливаться. И поверьте, друзья мои, усложняться будут и процессы жизни на планете, и эти трудности будут подталкивать человека к эволюции. Проблемы, трудности, которые грядут сейчас на планете в ближайшие 5 лет, они подтолкнут, они помогут человечеству эволюционировать. Потому что человек ленивый, он ничего не хочет. Все, чего он хочет, только удовольствий. Вот чтобы удовольствия были и ничего не делать, вот это то, чего он хочет.
а трудиться, эволюционировать, расти он не хочет. Он не хочет быть совершенным. А жизнь и трудности, и проблемы подталкивают человечество к самосовершенствованию. Ведь это же задача людей. Они не понимают и этого. Они не знают, что их задача всех эволюционировать, развиваться, стать Богом, стать тем, кто их создал, и перейти в то состояние жизни, которым они сами и являются. Понимаете, для многих людей эти слова, которые я сейчас говорю, вообще ничего не значат. Они вообще не понимают, что это такое и что это значит. Вот настолько мир отстает в духовном развитии. Он слепой, он идет на ощупь, натыкаясь на проблемы и проживая эти проблемы, получая шишки по голове, человечество потихоньку, тяжело, но все-таки развивается. Поэтому на планету приходит все больше и больше мастеров, учителей, которые раскрывают людям знания, которые ведут их по этому пути становления и расширения своих возможностей. Друзья мои, этот процесс остановить невозможно. Да, если говорить, скажем, еще более глобально, то я могу сказать, что через 10, 20, 30 тысяч лет мир изменится к лучшему. Будут высокие технологии, уже не будет тех людей на планете, которые скажут: «Не, я не верю в сверхспособности, не-не-не, нету их, то придумки, то выдумки, то такое ерунда». Таких уже не будет. Будут все люди не то что в это верить, они будут жить новыми состояниями себя. И сейчас эпоха новой жизни, 4-е измерение, положила этому начало. Сейчас формируется фундамент будущего человечества. Да, как всегда, новшество и начало трудное. Первый блин всегда комом. Тяжело, планета пройдет очень тяжелые этапы в ближайшее время. Но в будущем все-таки планета достигнет высочайшего состояния эволюции. Да и более того, чем выше планета будет подниматься, проходя 5-е измерение жизни, 6-е, тем совершеннее будет и человечество, и сама жизнь. А те люди, которые отвергнут сейчас в локальной системе, в которой находится эта планета, сейчас еще более 300 планет формируются к новой жизни. И люди, которые не оправдают доверие высшего разума, который даровал человечеству быть детям Бога, быть созданным по Его образу и подобию, и людям, которые в это и не поверят, и не начнут процесс своего восхождения и эволюции, для них дальнейший путь жизни на этой планете будет закрыт. То есть эти люди, их индивидуальность и личностная, в частности индивидуальность, будет рассеяна в космосе, и частицы, из которых они состоят, создадут новые формы жизни на этих планетах и в новых мирах. И эти люди уже не людьми будут, а пройдут определенные эпохальные стадии становления, роста, развития. Можно сказать так, их сознание начнет сначала свою эволюцию. Им еще раз будет дан шанс. В каких формах жизни и кем они уже будут, это я вам уже сказать не могу. То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, на какую частицы человека, бывшего человека, на какую планету попадут. А там надо тоже изучить жизнь той планеты, ее стадию эволюции, состояния и будущее этой планеты, и тогда только можно сказать, какую форму жизни будет жить эти частицы уже теперь бывшего человека на этой планете. Вот так вот сказала мудрено. Попробуй понять, попробуй разобраться. Друзья, понимаете, вы многие... Вот особенно вы, я вам скажу, что вы такой человек очень мудрый, хоть вам и 15 лет, но вы очень мудрый человек. Вот вы учитель на земле. И вот эти вопросы, которые вы задаете, это свидетельство того, что вы пришли уже в мудром состоянии жизни. И вам очень интересно все, абсолютно все.
мы вас очень любим. Вот как ученика мы вас очень любим и будем все делать для того, чтобы вы развивались. Нам очень часто о вас рассказывают и рассказывают о вашей такой прекрасной, мудрой пытливости. Познавайте этот мир, и мир откликнется вам любовью. А что сказать женщине, которая ничего не чувствует, ничего не ощущает и так далее? Вы знаете, это говорит о том, что еще нужно поснимать грубые оболочки с себя. Еще есть огрубевшее состояние вашей психики, и ваши нервные центры ваши не разбужены, они спят. Они спят. Из-за чего? Иногда бывают люди, вот такие вот люди, которые, знаете, создают себе защитную такую броню, одевают такую скафандр такой на себя и ходят и живут всю жизнь в этом скафандре. И подстраиваться под этот скафандр, они всего боятся, они стараются постоянно себя защищать, быть защищенными, имея этот скафандр. Вот у таких людей, конечно, это, ну, скажем, такое, не могу сказать, что проблема, но для них сверхспособности, сверхвозможности раскрываются постепенно. Или же наоборот, если человек, вот как я Виктору отвечала, находится на определенной стадии духовного роста и развития и должен еще пройти определенные этапы, прежде чем раскроются ему сверхспособности, тогда он проходит эти этапы, и затем по чуть-чуть открываются способности, их надо только по чуть-чуть открывать, чтобы не было стресса для человека, стресса для его психики. И постепенно раскрываясь, человек начинает нарабатывать чувствительность, сначала чувствительность, интуицию. Вот с чего мы начинаем работу с нашими учениками. Сначала я поднимаю им вибрации по чуть-чуть, но поднимая им вибрации, очищаю, обновляю, омолаживаю организм, восстанавливаю, то есть работаю с болезнями человека, потому что духовный человек, он не больной человек, он здоровый, он в первую очередь здоровый человек, что и свидетельствует его высоким вибрациям. Болен человек, он не может проводить через себя высокую вибрацию. Это невозможно, потому что болезнь имеет низкую вибрацию, а здоровое состояние организма человека – высокую вибрацию, где здоровые мысли, здоровые чувства, здоровое состояние, здоровые органы. Поэтому первые этапы нужно человека подготовить. Потом повышаю вибрации благодаря сакральным методикам. Затем открываю способности. Сначала интуицию, способность целительства, где учу человека рукою исследовать органы. Сначала рукой, а затем внутренним интуитивным ясночувствованием, где тебе уже рука не нужна для того, чтобы обследовать человека, а ты просто видишь, какие органы в человеке больны. И ты понимаешь, какие надо дать человеку рекомендации. Это первые этапы. Это еще без ясновидения. Ясновидение своим ученикам я даю еще позже, когда они уже еще выше поднимут вибрации, чтобы они не считывали тяжелый астрал и с ума не сходили, а чтобы они увидели другую, истинную реальность. Есть на этой планете пространство чистого состояния, мир чистой энергии. На этой планете есть, в 7 измерении 7 состояния этой жизни. Есть это пространство. Пространство высоких чистых вибраций. И я своих учеников учу видеть именно это. То, что их наполняет, то, что их развивает, то, что им дает крепость, осознанность, стремление, развитие, эволюцию, бесстрашие, волю, силу, здравую жизнь, здравомыслие. Вот как, вот так нужно. Вообще, друзья мои, само развитие для человека – это очень тончайшая работа, очень-очень. И здесь нужно быть очень-очень бдительным к тому, куда вы идете, чему вас учат, что вам там поют и что вам там обещают. Вот надо быть очень бдительным. И вообще, если вы видите, что на курсы берут всех и всех подряд, вот то уже значит или очень низкий уровень работы с людьми, или надо вообще очень даже задуматься и вообще разобраться с этим, скажем, направлением, куда вы собираетесь идти. Что-то там не так. Не все люди готовы к духовному развитию. Не все, друзья.
И у нас такого нет. Мы просматриваем фотографии ваши, смотрим, насколько вы готовы, насколько вы не готовы. Иногда глянешь на фотографию, ну такой злой человек, ну такой злой. Думаешь, ну что ты идешь сюда? Ну ты ж такой злой, что ты будешь здесь делать? Здесь добру учат, здесь милосердию учат, здесь щедрости, понимания, помощи друг другу, заботе друг о друге учат. А что такой человек будет делать, если он злой насквозь? Ну как же? Ему сначала надо от зла своего избавиться, а только затем вступать на этот величайший путь. Разве, ну скажем, к Создателю приходят злые злючки, корлючки, гадючки? Да нет. Приходят люди, открытые душами, открытые, откровенные, понимающие, всепринимающие, осознающие эту жизнь. Добряки идут к Богу, а не злые, вот как, понимаете? Поэтому да, многим отказываю, многим не готовы люди, не готовы, просто не готовы. Следующий вопрос. Ну, часто злые люди бывают сентиментальны, поэтому, может, в этот момент их и тянет к нам. Друзья, Наталья Владимировна сегодня утром проводила курсы, днем много консультаций. И вижу, как ей трудно говорить. Может принести чаю? Или что-нибудь? Нет, спасибо Нет? большое. Хорошо. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Анна из Самары. А нет, Светлана, это не Анна. Светлана из Самары спрашивает. Часто читаю и слышу, что надо повышать свои вибрации. Конкретно скажите, это как? Страха вроде бы нет, но и радости нет. Нужно объяснить, что такое вибрации, как их повышать. Для того, чтобы повысить вибрации, нужно иметь внутреннее комфортное состояние. Ну и в помощь повышению вибраций являются сакральные методики, которые нужно узнать, научиться, сонастроить себя и свои тонкие тела на эти сакральные механизмы, что и повысит вам вибрации. Вот и все. Но прежде чем это сделать, нужно почистить свой организм. Человек не может работать с высокими энергетическими вибрациями, если его организм грязный, если у него есть глисты, паразиты, яды, токсины, болезни, интоксикация организма, дисбактериоз организма. Если это есть, он не может владеть высокими вибрациями. Это невозможно. Если вам кто-то скажет, да нет, это возможно, вас обманывают. Или они вообще, эти люди, не знают, о чем идет речь. Это невозможно. Первое, с чего надо начать, с очищения себя, как своих мыслей, так своих поступков, так и своих болезней. От болезней нужно освободиться. Только тогда вы идете на следующий уровень подготовки, где вам даются уже сильные методики, сильные механизмы, и они переводят вас на высокую вибрацию, высокое состояние, которое тоже нужно сохранять и быть бдительным, быть очень внимательным к себе, потому что нельзя сказать, что вот вы пришли и вам сразу дали очень высокие вибрации. Нет! Почитайте книжечку посвящения Элизабет Хейдж. Она годами сидела, и мои нервы крепкие, как сталь, мои нервы крепкие, как сталь. Она тренировалась, будучи полубогом, полукровкой. Она была наполовину человеком, наполовину богом и жила в Египте. Прекрасная книга. Книга человека, вот, созданная по реальным событиям. Почитайте, вы увидите, какая была серьезная подготовка. Так она готовилась в храме, среди богов, среди неофитов, посвященных, понимаете? А вам здесь, в этом мире, где столько зла, ненависти, агрессии и вообще проклятий и всего и страха, знаете, как это непросто? Это очень непросто. Здесь нужен кто-то, и у нее был кто-то, у нее тоже были мастера-помощники, которые ее готовили к посвящению. И здесь вам нужно найти кого-то, кому вы доверите свою жизнь, кому вы будете верить на 100%, найти своего мастера и заняться очень серьезной подготовкой. Но я сразу вам говорю, если вы думаете, что это легко и просто, и сразу высокие вибрации, ничего подобного, друзья. Это очень непростой путь.
но самый прекрасный, самый высший, самый совершенный. Это самое великое, что может быть для вас в этом мире. Выше и дороже этого нет ничего, нигде. Вот как. Поэтому да, дорогого стоит, но и многого требует от вас самих. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, вот у нас были сложные ответы, теперь сложный вопрос. Тамара из Краснодара. Вопрос. С квантовой точки зрения, с образованием новых нейронных связей, с переходом в другие измерения, за какое время мы откроем свои способности? Ну вот видно, человек начитался, интернета насмотрелся, серьезно подготовился и задал прекрасный вопрос. Томочка, ну как я вам могу сказать? Я могу сказать о каждом индивидуально. Сказать в общем, ну скажите, как алкоголик, какое надо алкоголику время, чтобы он пришел к таким паранормальным способностям? Ему только можно врезать хорошо. И когда у него там белая горячка, ну вот тогда, кстати, он тоже видит астрал, тяжелый астрал, чистилище видит, поэтому он и кричит в ужасе: ой, на меня там демоны, ой, там это, он действительно это видит. А знаете, за счет чего? Мозг полностью уходит, снимает свои блокировки, и открывается видение человеку. Но вот он видит то, чему он сам принадлежит, куда он и уйдет после своей смерти. А для человека, который готовится, но опять-таки, откуда я могу знать, какое у вас состояние организма или у другого человека? Это надо смотреть каждого индивидуально и вот посмотреть на этого человека. И можно сказать, да, вот этот человек может прийти к раскрытию паранормальных способностей за такое-то время, если будет выполнять такие-то, такие-то рекомендации. Понимаете? Но опять-таки, как говорит Творец, даже я не знаю, как вы поступите в тот или другой момент вашей жизни. Даже Он не знает, что вы можете учудить. Это я вам из опыта своего, как учитель, могу сказать. Бывает, человек растет, а потом что-то как учудит, как что-то, Боже мой. Иногда приходит, думаешь, ну, такой подготовленный, такой вот, так взялся хорошо, так вот, а потом эго, как щелкнет там в голове. Все, думаешь, ну, как такое можно было сделать? Ну, как можно было так себя проявить? Зачем? Зная столько, имея столько, он взял и вот так вот поступил плохо. Плохо поступил. Показал свое хамство, невежество, свою гордыню, тщеславие, высокомерие. А разве ж духовные люди это показывают? А разве же они это проявляют? Нет, друзья. Милосердие, терпение, понимание – все самые возвышенные качества. Вот это и есть духовность. Так что, дорогие мои, я не могу вам, и никто, не только я, никто вам на это не ответит. Никто. Это невозможно. Даже я вот вам скажу из собственного опыта. Я давно знаю о квантовом переходе и получаю информацию о процессах происходящих. И вы знаете, каждый раз, исходя из ситуации планетарной, меняется информация. Почему? Да потому что каждый человек, живущий на планете, вносит свои коррективы, свои изменения. Почему? Потому что планета не живет по плану эволюции и восхождения. Она ушла от своего планетарного задания. И свое задание эволюционная планета, которое ей было создано изначально при сотворении жизни, она не выполняет. Она пошла по своему падшему пути эволюции. Она пошла по тернистому пути. Она развивается, эта планета, но через боль, страдания и трудности. Но развивается тяжко, очень тяжко. И вам очень тяжело осваивать этот путь развития. Но возможно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Пермский край, Татьяна. Как влияют операции по удалению органов на развитие и раскрытие способностей? Ну,
друзья мои, удаляют-то только ж физический орган. Астральный, ментальный орган остается. А в экстрасенсорных способностях, паранормальных способностях участвуют непосредственно ваши вот эти тонкие тела, волновые тонкие тела. Поэтому я не думаю, что это является проблемой. Другое дело, если там удалят железку какую-то, тот же гипофиз, так я думаю, человек и жить не будет, если ему это удалить. Не об этом надо думать. Надо думать, почему удалили, что делаете не так, как исправить то, что вы делаете, как изменить себя к лучшему. Вот об этом надо думать. Следующий вопрос. Наталья из Белоруссии. Скажите, пожалуйста, чувствовать вибрации людей – это как? Мне в последнее время сложно находиться в обществе, где много людей. Становится плохо. Ну вот это вы и чувствуете вибрации людей. Вы чувствуете их излучение мыслей и эмоций. А эта энергия, она создает такие пучки тяжелого состояния. И это тяжелое состояние, ну, оно собирается в единый резервуар, и когда ты, допустим, заходишь в комнату или в магазин, или где много таких людей проходит, они оставляют эту энергию и информацию о себе. И человек своими тонкими телами, волновыми тонкими вибрациями считывает эти волны вибрационные, оставленные другими людьми. Все вибрация. Вы есть вибрация. Мир – волна. Мир не плотный, друзья. Плотность и понимание плотности пространства вам дают датчики внутри головного мозга. А мир создан из волны. Уже человечество пришло к такому пониманию, что это именно так. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вика пишет, была на консультации, может, сегодня. Скажите, мы в каждый момент времени можем менять мыслями ход событий. И получается тогда, что предсказывать будущее нет смысла? Да, получается так. Нет смысла, но и есть смысл. Ведь смотрите, каждый человек имеет свою индивидуальность. И этой индивидуальностью он творит свою жизнь. Все индивидуальности людей разные. Они создаются наработкой опыта и проживанием жизней, и отношением к этому опыту, что и делает человека идентичным. То есть вот один такой, и больше таких нет. Да, каждый человек своей мыслью создает свою реальность. Каждый человек. И каждый может ее изменить, эту реальность. Но давайте шагнем глубже. А если я вам скажу, что для вас истинной реальностью является все, и то, что может быть, это для вас реальность, она может быть, и то, что может быть для вас только на 30%, и то, что может быть на 20%, та ситуация или не быть, и на 10%, и на 100%. Так вот, когда вы ко мне приходите на консультацию, я смотрю ваше внутреннее состояние, волновые ваши вибрации, что вы излучаете. Конечно, анализирую состояние вашего ума, как я вам говорила. Вас надо вернуть с головы, голову надо поднять, а ногами нужно поставить, потому что вы живете в перевернутом состоянии. Так живут сейчас большинство людей. У них головы внизу, а ноги вверху, они перевернуты. И мир они создали перевернутым. Все неправильно, все не так, как от чего бы они были бы счастливы. Все так, чтобы создано и ими проживается, чтобы они были несчастны, больны и разрушительны. Понимаете? Поэтому человечество надо вернуть на ноги, поставить, чтобы голова была вверху, а ноги внизу. Чтобы мир перестал быть перевернутым, иллюзорным еще так его называют, искаженным так, чтобы люди перестали ценить то, что не надо ценить, и начали ценить то, что надо ценить. А здесь такого нет на этой планете. Этого нет. Единицы так правильно думают, мыслят и поступают. Единицы на планете. Так вот, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, свою реальность вы формируете сами.
Знаете, как все? Существует ментальный план, а выше ментального — духовное состояние планеты и космической реальности, квантовое состояние космической реальности, чистой информации. Так вот вы своим сознанием, вы получаете эти волны. Но когда эти волны проходят пространство, они проходят волны других людей, других состояний и перемешиваются с этими волнами, и затем притягивают вам в жизнь определенное состояние жизни. Еще могу вас запутать больше. Оказывается, для того, чтобы вы не запутывались своими волнами, не перепутывались с такими похожими волнами других людей, что и тоже может влиять на вашу жизнь, тоже влияет, вам нужно держать высокие вибрации. Высокие вибрации вас обезопасят, они вас защитят от низких вибраций. А для этого надо, Доня моя, развиваться, эволюционировать, раскрывать саму себя, раскрывать свое состояние. Вот что надо. Как вы, люди, этого не можете понять? Это единственный метод и способность жить дальше и вообще быть, хоть быть-то, потому что многие и быть не смогут, и жить не смогут многие. Вот так вот серьезно обстоит ситуация на планете. Поэтому и такие ситуации очень серьезные, и кризисы, и болезни, и трудности, и так далее. Следующий вопрос. Ирина из Тамбова. Здравствуйте. Мой 10-летний сын говорит, что видит цвета душ живых людей. Также видит умерших людей на улице и дома. Может с ними говорить. Я и верю, и не верю. Рассказывает об этом только мне. Что делать родителям, если ребенок говорит о таком? Духовно развиваться. К вам в жизнь пришел дар, подарок свыше. Этот ребенок – это подарок. Это человек будущего. Это человек, который сможет возглавить народы, цивилизации и научить людей вот всему тому, что умеет этот ребенок. Но если вы не будете его поддерживать и сами не будете духовно развиваться, этот ребенок будет претерпевать очень большие душевные мучения и трудности. Ваша задача как родителей – духовно развиваться и помочь ему в этом процессе становления. Следующий вопрос. Светлана, не написано откуда. Здравствуйте. У человека 4 тонких тела. Или у кого-то больше? Эти тела влияют на сверхспособности? У олигархов их больше? Ну почему 4? Ну почему 4? 4 только духовных тела. А еще есть астральное и ментальное. Есть тело, которое создает эмоции, а есть тело, которое создает мысли. Ну, это не то, что тело, это не тело, это вибрации ментальные и эмоциональные. Вы можете их называть телами. И вибрации духовные. Это и есть ваш состав жизни. Вы состоите. 4 духовных тела, астральное, ментальное, 6 тел. 7 тело физическое. Поэтому у вас в позвоночнике внутри серебряной нити 7 железок, которые и отвечают подпитке этих тел, 7 тел. Ваша природа, так как вы живете в 7 сверхвселенной, под номером 7. Поэтому число 7 является определенным значимым для вас. У вас 7 основных чакр. От этих 7 чакр идет следующие 7, от этих 7 еще 7. В общей сложности 49 чакр, 49 чувств восприятия. Это маленькие точечки, энергетические центры по всему вашему организму, которые излучают, пульсируют вибрациями вашего организма и вибрациями вашего сознания. Вот это все вы, а вы говорите 4 тела. Вот все-таки я права, друзья, что вы ничего не знаете, даже о самом себе. То есть вы на себя говорите, что я – это 4 тела, хотя вы – это 7 тел, но не, у меня 4. Друзья, у всех одинаковое количество тел, абсолютно у всех, но все эти тела ваши, тонкие и физические, каждая из них находится в своем вибрационном, личностном, индивидуальном состоянии. Вы все разные.
Следующий вопрос, Сергей Аркадьевич. Бермет из Бишкека. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Когда мы начнем с ангелами прямо общаться? Прошу прощения и спасибо. Когда вы дорастете до нужного уровня и состояния, когда не будет страхов, когда не будет лени, когда будет высочайшая осознанность, вот тогда ваши вибрации изменятся, тонкие духовные тела засветятся белым светом, и вы сможете войти в резонанс с духовными телами ваших ангелов. Вот так вот. Нужно трудиться и работать. Следующий вопрос. Умида, Ташкент. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, могут ли близкие люди, которые не развиваются духовно, тормозить проявление сверхспособности и духовное развитие других людей? Конечно, могут. Вы же друг с другом взаимодействуете, вы все друг на друга влияете и воздействуете. Вы называете эти воздействия магией, сделано, поделано, наслано и так далее. На самом деле, на тонком плане, на духовном плане и на астральном плане это воздействие, энергетическое воздействие. Ваша волна энергетическая воздействует на другого, на волновое состояние излучения другого человека. Это доказано, наукой доказано. Ваш мозг работает автоматически, ежеминутно, ежемгновенно, на квантовом уровне, излучая квантовые частицы, поглощая и излучая энергию и информацию. Вы работаете, и вообще все ваши клетки работают с двумя потоками энергии, центростремительной и центробежной. Так живет эта планета. Ее дыхание, вдох – это центростремительный поток, выдох – центробежный. Центростремительный, центробежный. Вот так вы живете. И вот это состояние жизни, оно и объясняет воздействие вас и на вас. Поэтому если вы живете в семье, а в семье распри, скандалы, трудности, проблемы, это влияет и на ваших деток, особенно на маленьких деток. Они подпитываются этими низкими вибрациями, и их уже тельце маленькое, их органы начинают жить и вибрировать на низких вибрациях, что приводит к определенным заболеваниям ребеночка, недомоганиям, ребеночек плохо спит, тяжело процессы становления, зубки тяжело режутся, все тяжело, все с напрягом таким, с тяжелым процессом. Почему? Низкие вибрации излучают родители. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Ни в коем случае. Это преступление перед собственными детьми. Ни в коем случае. Все должно быть благостно, радостно. Даже если что-то не так, ну, значит, это надо пройти. Значит, для чего-то мне эта ситуация дана. Значит, чему-то мне надо еще научиться, чтобы стать более совершенной личностью, более совершенным человеком. Все для чего-то надо. Вот так надо учиться воспринимать жизнь. Следующий вопрос. Город Ульяновск, Николай. Наталья Владимировна, спасибо, вам очень интересно, познавательно. Скажите, духовно развиваться это нужно через заповеди Божии? Это чтобы достичь высоких вибраций? Ну, что значит заповеди Божьи? И они тоже, ну, они не совсем, ну, скажем, правильно звучат в Библии. Вот как говорит Олш, нет никаких заповедей. Бог говорит, ну что ты, я тебе дал свободу воли, право выбора, и потом тебе приказал, делай вот так вот, да? А если не будешь делать так я тебе так настучу, что ой-ой-ой. Ну, если так логически подумать. Ну что-то, Бог сумасшедший взял, создал закон свободы воли, права выбора, и даровал этот закон всем, и тут же создал заповеди и приказал их выполнять. Но что-то тут не то. Вот что-то не то. Здраво мыслящий человек, он сразу поймет, что что-то тут не то. Нет у Создателя с вами никаких там заданий. Нет, он вам ничего не приказывает. Но есть, вы можете с ним заключить контракт, договоренность. Ну, конечно, образно контракт. То есть договориться, пойти на такую договоренность. Если вы следуете по своему желанию, определенным процессам, если вы добры, если вы милосердны, если вы щедры, если вы
хорошие люди, вот, хорошие ребята, ну тогда и вы получаете хорошее. То есть вы получаете высокие вибрации и дары, вы называете это дарами Бога. Когда в ситуации складывается все ровненько, хорошо, комфортно, когда вы здоровенькие, дети ваши, когда все замечательно, вот тогда будет замечательно. То есть ваша договоренность с Богом, ну скажем, применять Его законы, Его направления, Его рекомендации для счастливой жизни Он вам дал. Вы называете эти рекомендации заповеди, то есть Он вам приказал, не приказывал, неправда это. Бог никому ничего не приказывает и в жизнь никого не вмешивается. Он вмешивается только тогда, когда вы его об этом просите. Но его и просить не надо. У него уже там разные заготовки заложены. И когда вы просите, когда вы не просите, когда вы наполовину просите, наполовину не просите, в общем, там уже все есть. Потому он вам и говорит: не просите, благодарите меня. И он говорит, что благодарный человек получает намного больше, нежели неблагодарный. Поэтому заповедей как таковых не существует. Но, друзья мои, создавая космос, Творец, Создатель, как высший разум, слушайте, такой умнейший, что даже невозможно этого объяснить и понять человеческим умом. Он создал сразу законы, то есть законы, правила, по которым течет энергия, по которым происходит движение частиц, по которым создаются разные вибрационные, квантовые, сверхматериальные, материальные и разные процессы. Есть законы, все идет по законам. Есть законы и правила математики, физики, химии и так далее. Вот эти законы – это то, что создает и проявляет жизнь. Но, даровав вам закон свободы воли, права выбора, Творец говорит вам: ну, вы вправе выбирать. Вы можете следовать этому, а можете не следовать этому. Как хотите. Если вы хотите жить счастливо, то, следуя моим законам, которые я создал, вы будете счастливы. Если вы не хотите этого делать, вы вправе этого не делать. Тогда идите, выбирайте другое, но тогда вы будете несчастны. Вот приблизительно это так. Многие люди не знают, что такое духовное развитие, хотя я практически в каждой передаче об этом говорю. Но один человек сразу поймет, а другой сразу не поймет. А другому нужно по нескольку раз и под разными углами человеку нужно объяснять для того, чтобы пришло понимание. Я уже сегодня даже сказала несколько раз о том, что такое рост, развитие, с чего даже надо начать. Я уже сегодня об этом вам говорила. Еще раз посмотрите эту передачку. Следующий вопрос, сложный вопрос, постараюсь правильно его прочитать. Он даже, наверное, и не вопрос. Сергей Дмитриев пишет: как мы можем войти в новое измерение, если наш мозг не умеет еще оперировать многомерными образами? Вибрации тонкие еще не все. Мои наблюдения: надо развивать сверхсознательные функции мозга. Согласна на 100%. Даже была бы согласна на больше процентов, да, если бы они были. Согласна. Конечно, нужно развивать сверхсознательный уровень мышления. Конечно. И я скажу вам, что в нашем центре разработаны методики, системы, практики по развитию сверхсознания. И именно сверхсознание раскрывает у вас процессы. Но, друзья мои, чтобы раскрыть сверхсознание, нужно научиться управлять подсознанием, аспектом вашей жизни. А как человек, который спрашивает: ну как духовно развиваться? Ну это что, 10 заповедей надо? Ну как, о каком подсознании можно говорить? Он не управляет собой, он даже не знает, что это надо делать. А это, между прочим, на минуточку, очень высокого мастерства требует. А вы знаете, что для того, чтобы раскрыть сверхсознательный уровень мышления и чувство восприятия мира, что и открывает сверхспособности, нужно быть настолько чистым, прозрачным, откровенным. Нужно иметь такие высокие вибрации и программы себя, ведь вы все состоите из так называемых энергетических программ.
И раскрытие сверхсознания – это величайшая программа вашей эволюции, которая и приводит вас к более совершенному состоянию жизни, к единстве и вообще возрождению в новом теле, в новом состоянии жизни, на новых планетах даже. Да? И все благодаря именно раскрытию сверхсознательного уровня мышления. Да, человечеству надо прийти, надо было бы хотя бы чуть-чуть подойти, хотя бы чуть-чуть вот в нынешнюю эпоху к этому состоянию. О чем вы говорите? Какое сверхсознание? Люди в темноте, в страхах. Люди в таких живут страхах, в таком безумии. Им так тяжко. Конечно, это как лучший вариант, да. Именно этим надо было бы заняться, если бы люди были к этому подготовлены. А кто их готовил? Церковники страхами своими, запугивая. Кто? В сектах их готовят, тоже запугивая по-своему. Кто их готовит? Никто не готовит. Государство никто не готовит. Кто готовит? В школах? Да нет. В институтах? Да нет. В университетах? Нет. Если бы вы слышали, чему учат в университетах по психологии, это даже смешно слушать. Картинки учат психологов рисовать, психотип определять через картинки. Друзья мои, планета находится в очень тяжелом упадке. Да, поэтому о каком сверхсознании можно говорить? Я начинаю развивать сверхсознательный уровень мышления своим ученикам на 4, 5, 6 ступени. Представляете? А базовый курс, 1 ступень, 2 ступень, промежуточные курсы, там много промежуточных курсов у нас, очень. Это для них все подготовка, гантели, тренировка. И только потом, когда они научились управлять подсознанием, им открываются более высшие реальности жизни. Да, и если вы думаете, что многим легко с этим справиться, нет, друзья мои, людям очень нелегко. Тянет социум вниз. Да. Да. Простой вопрос. От Ксении. Наталья Владимировна, подскажите, пожалуйста, можно ли слушать ваши передачи вместе с ребенком 7 лет? Конечно, можно. Им будет все намного понятнее, нежели взрослым. Конечно, можно. Мы занимаемся развитием и деток. В первую очередь их тоже развитием, потому что они будущее этой планеты. Следующий вопрос. Наталья из Херсона. Если я имею желание развиваться, но видеть умерших и так далее не хочу, я не смогу дальше двигаться? Ну вот что сказать? Ну вот что сказать? Так и не надо видеть. Ну что же я вас заставляю видеть? А вы что думаете, что духовное развитие дает возможности видеть умерших? Нет, друзья мои. Нет, наоборот. Люди, которые духовно не развиваются, находятся в астральном плане, так видят эти астральные души, которые тут бродят, особенно богачи. Их столько бродит по планете. Тела нет уже, а замки, машины, яхты, квартиры остались. И деньги остались, которые уже им не принадлежат. И яхты им не принадлежат. И они не могут покинуть физическое пространство, потому что сильно к нему привязаны. И не могут уйти в другое измерение. И они ходят, бродят по планете. Есть такое, да? Это я вам точно говорю. Вы можете их не видеть. Ведь смотрите, духовный человек управляет своим состоянием. А это что такое? Это хочу – буду видеть, не хочу видеть – не буду видеть. Давайте уже так объясню, может, вы так поймете. Вы знаете, друзья, с вами действительно как вот даже не в детском садике. Вот вы действительно многие как младенцы. И надо начинать, наверное, с самых маленьких крупиц с вами, вашу подготовку и ваш рост. И вы должны понимать, для этого надо время. Лариса спрашивает. Скажите, пожалуйста, когда я вас слушаю, на душе легко, а голова начинает болеть. Почему? Родина виновата. А что тут спрашивать? Это жена виновата.
Объясню вам. Когда вы меня слушаете, ваши души песни поют. Ваши души, ну, наконец-то, 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 вот может дойдет до этой головы, хоть что-то до этой головы дойдет. А в голове сидит эго, говорит, зачем ты ее слушаешь, не надо ее слушать. Вот это вот видишь, у тебя сразу голова после нее начинает болеть, да? То есть оно не расскажет вам, эго, что в вашей голове очень много низких вибраций. А когда я вам даю информацию, я излучаю свет, излучаю свои высокие вибрации. Почему? Это все объяснимо. Потому что информация, которую я вам вещаю, это информация, несущая в себе высокие вибрации. Вот почему люди, которые смотрят наши передачи, у многих боль проходит, болезненное состояние, души многих радуются, некоторые плачут, когда смотрят эти передачи, некоторые просто от вибраций, голосовых вибраций, которые излучает мое тело, а наоборот, они засыпают внутренне, умиротворяются. А человек, который еще старается и разобраться, он, получая эти высокие вибрации, его мозг проходит определенную трансформацию. Но боли могло бы не быть, если в голове бы такого человека не было бы печали, не было бы страха, не было бы уныния, не было бы агрессии, злости или каких-то других низких вибраций. Потому что когда я вам говорю, у вас происходит замещение низких вибраций моими высокими вибрациями. А высокая вибрация для неадаптированного, неподготовленного, с низкими вибрациями мозга, она будет болезненна. Почему? Потому что вот есть 220 в розетке, да, электричество, а если там подключить 380, это совершенно другая вибрация, которая может и разрушить, да. Хотя это и то электричество, и то энергия. Вот вам. Но это, конечно, так я грубо вам объясняю. Когда человек не сонастроен, и его мозг не сонастроен на высокую частоту, а ты ему сейчас ее вещаешь, тогда, конечно, происходят изменения в голове, и люди, свет вымещает вот эти низкие вибрации, и люди могут ощущать болезненные состояния. Это только первое время. И даже когда ко мне приходят учиться люди, я сразу им говорю о том, что первые 3 дня будет очень серьезный процесс очищения. Людей нужно освободить от низких вибраций, дабы они смогли стать здоровыми, здравомыслящими, осознанными, понимающими те великие знания и тайны, которые я открываю для своих учеников. А для этого надо навести порядок в голове, энергетический порядок. Поняли? Надеюсь, что вы меня поняли. Вопрос. Елена спрашивает: Наталья Владимировна, как научиться слышать свою душу и верить ей? Очень часто слышу, но делаю разумом. И всегда неверно. Вот как научиться верить душе? Надо научиться верить Богу, Создателю, Творцу, Высшему разуму. Надо понять, что вы есть Он, а Он есть вы. И надо понять еще одну истину, что душа ваша – это Он и есть внутри вас. И когда она подсказывает, это точная информация. Но внутри, помимо души, есть еще эго, ум, который тоже рассказывает свои сказки и разубеждает человека, разочаровывает. Но людей всех воспитали так в школах, вот как я вам говорила, вас перевернули с ног на голову, вам голову вниз, а ноги вверх, а вам вот допустили очень серьезную ошибку. Вас приучили верить уму, а не приучили верить душе. А ум заблуждается в большей степени, он обманывается, потому что управляется эгом. А душою люди не живут, они ее не развивают, они с ней не беседуют, они ее не чувствуют многие, даже не понимают, каково состояние души, что значит чувствовать душу, как понять, что это вот она, эта душа. Она же невидима, ее же нельзя потрогать, пощупать. А как же ее можно понять? Многие люди этого не знают. Этому нужно учиться, а для этого надо духовно развиваться. Духовное развитие – это и есть обучение, которое создает
развитое состояние индивидуума. Последний вопрос. Марина из города Киров. Вопрос короткий. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, как правильно молиться? Мы только что говорили о душе, своей душою. Вот как вы хотите, что вы хотите, какой вы хотите в космос призыв излучить, вот то и говорите своими словами. Молитва слышима только та, которая звучит душою, которую вы говорите душою. Вот только эта молитва и может быть услышана. Так говорил когда-то Иисус. А еще Он говорил: молитесь Отцу моему, и я передам, молитесь Отцу моему, и если Он не услышит вашей молитвы, молитесь мне, а я передам Ему все ваши просьбы и молитвы. Вот так вот. Друзья мои, мы будем завершать. Время уже позднее, и всем уже пора отдыхать, а мне так и подавно пора отдыхать. Но все же, вы знаете, хоть и нагрузка у меня просто колоссальная, вот даже это даже слово не подходит сюда, настолько огромная нагрузка, но я ждала встречи с вами, я ждала. Я знаю, что мне будет непросто, я знаю, что смотрят разные люди с разными вибрациями, и я всегда чувствую ваши вибрации, но я все равно жду эти встречи. С единственной мыслью жду, с единственной целью — даровать вам знания, пробудить вас, ваши души, даровать вам спасение, даровать вам великую истину и открыть вам тайны. Мое задание — помочь человечеству. Поэтому, как бы я ни устала, каково бы мне ни было, а я все равно иду с любовью и с радостью навстречу с вами. Я знаю, что вы меня ждете, и я всегда вас жду, всегда, и люблю вас всех, и принимаю вас всех, и понимаю, вы как детки мои. Вот деточки, одни еще только пойдут в детский садик, хотя уже 80. Другие уже в детском садике, а третьи такие начитанные, такие уже вот в школу даже пошли. Но все вы для меня детки, детки, души, души пробуждающие, души пытливые, души интересующиеся, души раскрывающиеся. И я с радостью всегда вам буду даровать знания, которые наполняют ваши души, умиляют ваше внутреннее состояние, успокаивают вашу психику и наполняют вашу жизнь. Буду рада служить вам в вечности. Благодарю вас, друзья, и до новых скорых встреч!